Хижина на краю света. Оригинальный перевод звучит как «стук в хижину». История начинается с того, что девочка сидит на лужайке. Как откуда ни возьмись, из леса выходит какой-то бугай. Он начинает с девочкой короткий разговор, потому что хочет Поиграть с ним в игру. Затем бугай признается, что он пришел не один. Девочка, увидев, насколько изменился Рон Уизли, убегает в шоке, чтобы предупредить родителей. А родители у нас представляют два парня гея. Да-да, не удивляйтесь. Но как вы хотели, современная повесточка, ребят. Папы выходят проверить, что за свидетели Иеговы стучатся в дверь. Но, услышав нецензурную лексику, они решают дверь все-таки не открывать. Откройте ебаную дверь, мы все равно войдем внутрь. Впрочем, с таким ораторским мастерством я не удивлен, что им никто не открывает. Я уверен, если бы свидетели использовали уловку получше, их ждал бы успех. Доставка пиваса от Билли. Обычно в таких случаях используют оружие, но по закону жанра пистолет. Он лежит в сейфе в машине. Если вы удивляетесь, почему бы просто не позвонить в полицию, то наши гости об этом уже позаботились. Мы знаем, что вы не сможете. Простите, но мы перерезали линию. Как перерезанный провод влияет на отсутствие мобильной связи, меня не так интересует, как то, почему наши герои в 2К23 до сих пор используют домашний телефон. Свидетели понимают, что разговор бессмысленный и решают совершить взлом с проникновением. Семейная пара пытается забаррикадировать дверь. Но блин, какой в этом смысл? Посмотрите, какие окна в этом домике. Это окно разобьет даже 7-летний ребенок. Эта идея изначально была обречена на провал. И естественно, все-таки случается. Взломщики попадают в дом и начинают показывать фильм про Гарри Поттера. Ладно, шучу. Они решают познакомиться поближе, вот только предварительно связав хозяев. В ходе знакомства выясняется, что Сабрина работает нюрсой, Бугай учителем, Адриана поваром, а Рон Уизли газовый магнат. Хотя в прошлом он Отсидел свое. Я потратила почти все сбережения, чтобы приехать в Пенсильванию. Из Калифорнии в Пенсильванию можно добраться самолетом за $300-400. Все твои сбережения за 5 лет составили $400. Наконец, на 26-й минуте фильма Бугай объясняет, зачем они на самом деле сюда приперлись. Ваша семья должна добровольно пожертвовать одним из вас троих, чтобы предотвратить апокалипсис. Вот такие правила игры, ребят. Мне кажется, осталось понять, что вы там у себя курите. А откуда ты знаешь, что именно данная семья спасения? Может, ты адресом ошибся? И вообще, кем она избранная? Гоп-компания решает доказать, что они способны не только языком молоть. И первые решают грохнуть Рона Уизли. Наверное, он самый лысый. После убийства Рона виллы не запачканы кровью. Коллеги показывают Бугаю по телеку, какое будущее его ждет за предумышленное убийство. На самом деле, там показывают чудовищное землетрясение и цунами. Короче, есть намеки на то, что все, что сказано Леонардом, правда. Это имя здоровяка, если что. Время от времени фильм будет кидать нам вот такие вот флешбеки в прошлое. Я насчитал таких 3 штуки. Это нужно, чтобы мы лучше узнали героев. Очередь на листочке дошла до поварихи Адрианы. И это уже похоже, ребятки, на массовое самоубийство. Групповое самоубийство. Спустя час экранного времени Эндрю достает нож. У меня 2 вопроса. В каком месте ты его прятал? И второе, почему ты не достал его раньше? Нравится сидеть 2 суток связанным? Минуточку. Дверь не заперта? Преступники мало того, что не обыскали своих жертв, так еще и не предусмотрели того, что пленники могут сбежать. Андрюхе удается завладеть своим пистолетом, который... Он лежит в сейфе в машине. Вот этот выстрел в хижине должны были услышать все, но, скорее всего, решили сделать вид, типа показалось. Зная то, что Андрюха вооруженный опасен, Нюрса зачем-то побежала со всего разгона в его сторону. Зачем? Что ты вообще пыталась сделать? Давай сделаем небольшое лирическое отступление. Смотри, данная группа лиц действовала довольно организованно. У них был четко выстроен план последовательности смертей. То есть они заранее написали на листочке, кого приносят жертву первым, а кого последним. Если да, то хотелось бы узнать, почему Бугай последний, а не первый, например. И как они к такому плану пришли? Сыграли в камень, ножницы, бумага? Просто пыхаю много. Под конец феерии Леонард устраивает телепатическую связь с телеком. Что мы увидели? Они внушают беспокойство и ужас. И родители начинают понемногу ему верить. Последний самовыпил сделал Бугай. Признайтесь, вы этого не ожидали. Я думал, он их прибьет еще в начале фильма. Папы совершают тяжелый выбор, потому что должен остаться только один из них. А иначе земле конец. И выбор сделан. Конец света остановлен, папы с дочкой уезжают в закат. У этой истории был счастливый конец. Почему именно эта пара, как и смерть должна была остановить конец света, фильм ответов не дает. Хотя хэппи-энд получился, и этот бред сумасшедшего закончился. Но на сегодня все. Если тебе понравилось видео, оценивай его лайком, а канал подпиской. Ты к врачу ходил? Отпусти нас, и мы тебе поможем.